Прошла неделя, с вами снова я, Руслан Левиев, с очередной порцией новостей с войны. Наша команда, Conflict Intelligence Team, была одной из тех, которая сделала подробнейшее исследование удара по детской больнице Ахмадет в Киеве. Отдельно отмечу, что мы уже 10 лет занимаемся такой работой. Мы расследовали много таких случаев, как в Украине, так и в Сирии. И когда я говорю «таких случаев», я имею в виду в том числе удары по больницам. Удары по лечебным учреждениям вызывают особенно широкие общественные волнения и международное давление. Поэтому по таким историям Министерство обороны России, как правило, не ограничивается одной только строчкой, что ударом ракет успешно поразили какой-нибудь командный пункт боевиков. Сколько лет мы занимаемся этими расследованиями, всегда видим одну и ту же тактику отработки повестки, как это обычно называется в методичках троллей. Вы все видели ее в июле 2014 года, когда над Донбассом сбили малазийский Боинг. Сколько совершенно разнообразных версий мы услышали от российской пропаганды. Что они зафиксировали украинский Су-25, который резко пошел на набор высоты. Что есть испанский диспетчер, который видел на радарах, как Боинг сопровождали украинские истребители. Что Боинг спутали с самолетом президента России похожей расцветки. А этот якобы спутниковый снимок, который на Первом канале показывал Михаил Леонтьев, где украинский истребитель стреляет по 3-километровому Боингу. В такие моменты задача отработки повестки заключается в том, чтобы вбросить максимум самых разнообразных версий. Нет цели убедить аудиторию в одном конкретном объяснении. Цель – убедить общественность, что правды они все равно не узнают, а значит, не стоит кому-либо верить. Так же и с Ахмадетом. Всю неделю я наблюдал за тем, какие аргументы используют, давайте скажем так, оппоненты в дискуссиях. Некоторые из них я разберу далее. Самой популярной версией по-прежнему является официальной. Это был удар ракеты украинской системы ПВО, а именно ракеты АИМ-120 «Амрам» комплекса «Насамс». В интернете опубликована видеозапись в достаточно хорошем качестве, на которой запечатлен прилет ракеты в здание токсикологического отделения Ахмадета. И на ней у ракеты в районе хвостового оперения отчетливо виден внешний турбовентиляторный двигатель. Не существует ракет ПВО с внешним двигателем. И его характерный звук, отличающийся от звука ракетного двигателя, хорошо слышен на видео. Оппоненты вам скажут, это не двигатель, и покажут вам справочное фото ракеты «Амрам», пытаясь убедить, что на самом деле вы видите хвостовое оперение. Но как ни крути справочное фото «Амрам», помимо двигателя, по которому точно видно, что это не хвостовое оперение, не совпадает и форма носа ракеты. У российской ракеты Х-101 она приплюснутая к низу, как и на видео удара. А у ракеты «Амрам» нос острый, конусообразный. Да, можно еще заморочиться с фотограмметрией, прикинуть размеры ракеты на видео. Я вас уверяю, что она будет в районе 7,5 метров, тогда как размер ракеты комплекса «Насамс» вдвое меньше. Но, пожалуй, главный аргумент, который может не эксперт предъявить собеседнику, это как ракета ПВО, у которой боевая часть маленькая, всего около 20 килограмм, смогла причинить такие разрушения. Мы же видим, что там чуть ли не половину здания снесло. Причем у ракеты комплекса «Насамс» большую часть массы боеголовки занимают осколки, которые поражают цель. Это ракета для поражения летящей цели, и поэтому ее эффективность зависит от кинетической энергии осколков, а не ударной волны. И кинетическая энергия осколков рассеивается гораздо медленнее, чем энергия ударной волны. В итоге получается эффективное оружие для поражения летящих целей, но абсолютно бесполезное для ударов по крупным бетонным конструкциям. Что же касается ракеты Х-101, то это ракета класса «Воздух-Земля», то есть изначально предназначена для поражения наземных целей. И размер ее боевой части – 400 килограмм, из которых взрывчатка – 200 килограмм. И знаете, я отчасти понимаю, почему так часто аккаунты, пытающиеся опровергнуть версию с российской ракетой, пишут, что если бы это была Х-101, то там от здания совсем ничего бы не осталось. Нет, понятно, если в их мире, в их представлении зенитная ракета с массой БЧ в 20 килограмм может снести чуть ли не половину здания, тогда да, боевая часть с массой в 400 килограмм должна снести полгорода. Отдельно отмечу, что мы не взрывотехники, впрочем, как и наши оппоненты. И по кадрам разрушений я не скажу вам, сколько килограммов взрывчатки там сдетонировало. 200, 400 или 600. Тем более, что там есть миллион нюансов, которые надо учитывать. Какого типа взрывчатка, где она сдетонировала, около здания, на крыше или внутри, из чего построено здание, какого типа у него перекрытия и так далее, и так далее. Ответить, взорвалась там 20-килограммовая боевая часть, как у ракеты «Амрам», или 400-килограммовая, как у ракеты Х-101, мы точно можем.
там совершенно очевидно взорвалась не 20-килограммовая боевая часть. Другая популярная версия, что да, это российская ракета Х-101, но в детскую больницу она прилетела случайно. Ведь мы одновременно с ней видим прилет других ракет по заводу «Артем», который находится чуть меньше, чем в 1,5 километрах от больницы. А значит, на ракету подействовало либо украинское ПВО, либо глушилки. Возвращаясь к видеозаписи удара по больнице, мы видим, что ракета летит стабильно. Она не вращается ни вокруг своей оси, ни хаотично в разные стороны. Мы не видим на ракете каких-либо повреждений, так же, как и не наблюдаем ее разрушения в воздухе или активного выделения дыма, за исключением струи выхлопа из хвостовой части ракеты от штатного работающего двигателя. Это позволяет исключить версию воздействия ПВО на ударившую ракету. Я исключаю и версию глушилок, потому что за все время наших наблюдений я не припоминаю ни одного случая реального воздействия глушилок на крылатые ракеты, которое приводило бы к их отклонению от курса. Кроме того, по данным украинской стороны, в ходе войны Россия усовершенствовала свои ракеты. В частности, в ракетах серии Х-101 появилась более сложная, трехкамерная, цифровая оптико-электронная система коррекции траектории. Дополнительным аргументом в пользу отсутствия эффективных средств РЭП в Киеве в момент атаки может служить факт штатного попадания сразу нескольких ракет по находящимся всего в 1300 метрах от больницы заводу «Артем», который, очевидно, был одной из запланированных целей. Так что же получается? Российские войска специально ударили по детской больнице? На самом деле, это только одна из версий. Двумя другими версиями является техническая неполадка конкретной ракеты, которая привела к ее отклонению от курса, и ошибка программирования маршрута, из-за чего целью стало здание детской больницы. Поясню, что крылатые ракеты, как правило, не летят по прямой, и их маршрут программируется заранее, с учетом рельефа местности и данных о зонах действия ПВО. Но даже в двух последних версиях Россия обязана расследовать произошедшее и наказать виновных за преступную халатность. Если же она не будет этого делать, то, на мой взгляд, по духу международных конвенций это является отдельным военным преступлением. К слову, обратите внимание, что удары наносились утром, а не ночью, что явно говорит о наплевательском отношении к возможной гибели гражданских. Масштабная ракетная атака по Украине и удар по детской больнице не внесли каких-нибудь серьезных изменений в заявления и решения мировых лидеров на юбилейном саммите НАТО, который прошел на этой неделе в Вашингтоне. Представители США заявили, что пока что никаких новых послаблений в ограничениях по применению американского оружия не будет. Вроде бы появилась какая-то конкретика по F-16, а вроде бы и нет. На самом деле, все эти заявления, анонсы, обещания – это отдельная головная боль для меня. Ну вот, к примеру, с F-16. До саммита НАТО мы знали, что сейчас подготовлено 12 украинских пилотов, а потому в первой партии будет передано только 6 самолетов. Пока не подготовлено большее количество пилотов, обслуживающего персонала и наземной инфраструктуры, нет смысла передавать еще больше самолетов. А прибудет первая партия вот-вот. Во время саммита НАТО премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент США Джозеф Байден заявили, что начался процесс передачи первой партии F-16, и что первая партия от Нидерландов будет в размере 24 самолетов, а от Дании – 19. И первая партия прибудет до конца лета. А до конца года еще Норвегия передаст 6 самолетов. А уже после саммита появляется статья Bloomberg, в которой снова пишут, что Украина ожидает до конца лета получить 6 самолетов, а до конца года – 20. И нам, как сторонним аналитикам, приходится гадать. Так все-таки 24 плюс 19 плюс 6 или 20? И когда? Мало нам было проблем с неясностью по F-16, тут еще и британцы напустили туману. У них сменилась власть. Новым премьер-министром стал Кир Стармер, а новым министром обороны Джон Хилли. Так вот, в ходе саммита НАТО Кир Стармер подтвердил, что политика по отношению к использованию оружия остается прежней. И Украина может использовать ракеты Storm Shadow для ударов по объектам на территории России. А буквально через день появляется статья «Телеграф», где Минобороны Великобритании опровергла слова Стармера и сказал, что такого разрешения Украине не давали. К слову, мы действительно за все время не видели ударов ракет Storm Shadow по территории России. Вам мало? Хорошо. Давайте поговорим про комплексы Patriot. Четвертая батарея Patriot, которую пообещали Украине от Германии, оказалась повторно анонсированной третьей. Батарея Patriot от Испании оказалась вовсе не батареей,
а отдельными машинами комплекса, которые Испания поставит вместе с другими странами. И вот в таких условиях, когда ненадежными источниками информации являются даже официальные лица, мне крайне сложно отвечать на ваши вопросы, когда закончится война. К слову, для Украины такая неясность тоже является большой проблемой, поскольку сложно планировать ход ведения войны, когда ты не знаешь, чего и когда ожидать в плане поставки вооружений. Ну а в целом, в ходе саммита прозвучали анонсы новых пакетов военной помощи. Но там ничего впечатляющего. То есть довольно рядовые пакеты. Немножечко артиллерийских боеприпасов, немножечко ПТУРов, немножечко ракет для комплексов ПВО, немножечко танков от той же Испании. Кто-то может сказать, что согласованная помощь на 40 миллиардов евро в 2025 году является впечатляющей. Но это и так было ожидаемо. Плюс это не конкретные пакеты техники пока, а просто общее согласие, что да, в следующем году мы поможем Украине на 40 миллиардов евро. Хотя отмечу, что уже после саммита президент Чехии заявил, что в июле и августе Украина получит по 50 тысяч снарядов, а далее с сентября и до конца года будет получать по 80-100 тысяч снарядов в месяц. Если это действительно будет так, и поставки будут стабильные, то это отразится на ситуации на фронте. А что касается фронта, то там есть небольшие успехи у России на Донецком направлении. В частности, российские войска смогли продвинуться в поселке Нью-Йорк и теперь занимаются укреплением флангов, готовясь к дальнейшим атакам по направлению на Торецк. На Очеретинском выступе они начали двигаться в сторону поселка Воздвиженка, тем самым возобновив движение к трассе, соединяющей Покровск и Константиновку. Напомню, что задача российских сил в том, чтобы перерезать эту трассу и осложнить снабжение украинских сил. Соседняя от Воздвиженки Новоалександровка захвачена достаточно давно, но длительное время российские войска на Очеретинском выступе занимались укреплением флангов. И только сейчас снова двинулись к трассе. На флангах этого выступа они подошли к поселку Лозоватское, а также захватили поселок Евгеновка и взяли в полукружение Новоселовку первую. Есть некоторые успехи и украинских сил на прошедшей неделе. На Харьковском направлении они зашли в север на поселок Глубокое, тем самым взяв в полуокружение российские войска в поселке. Также ВСУ смогли отбить часть позиций в Волчанске. Бои за город продолжаются. В начале недели украинские беспилотники долетели до склада боеприпасов в Воронежской области и подорвали его. Впрочем, губернатор области заявил, что якобы атака была отбита и все беспилотники сбиты, а на склад упали обломки сбитых БПЛА. Это типичная риторика региональных властей, когда дело касается воздушных атак беспилотниками. И теперь такому вранью возмущается, как бы это странно ни прозвучало, Владимир Соловьев. Он задается тем же вопросом, которым до этого часто задавались мы. Это как так вы сбиваете все беспилотники и отбиваете атаки, что после этого у вас уничтожаются склады, повреждается техника на аэродромах, гибнут военные. Удивительные приключения обломков беспилотников. К слову, на неделе японская исследовательская команда АС-22 опубликовала материал, в котором по спутниковым снимкам установила, что с 2022 года Россия вывезла с войсковых частей к востоку от Новосибирска 105 пусковых установок от комплексов ПВО С-300 и С-400. Наверняка не все из них повезли на фронт. Что-то оказалось в районе Москвы, защищая различные важные резиденции чиновников. Но фактически сейчас восток России оголен, беззащитен против атак с воздуха. Интересный способ вербовки придумали в Татарстане, что уже подхватили ряд других регионов России. Дефицит солдат по-прежнему есть, а темп притока добровольцев, судя по всему, продолжает снижаться. Если человек не хочет погибать на войне, то, видимо, уже не так важно, обещаешь ты ему выплатить за подписание контракта 1 миллион рублей или 2. Тогда в Татарстане решили прибегнуть к старому доброму сетевому маркетингу. Они объявили акцию «Уговори друга подписать контракт с Минобороны, и если он отправится на войну, то ты получишь 50 тысяч рублей». Причем идея им так понравилась, что уже через день они подняли эту премию до 100 тысяч рублей. Эту инициативу тут же подхватили в Пскове и Рязани. Там теперь тоже, если ты избавишься, в смысле, я хотел сказать, проведешь друга на войну, то получишь деньги. А ты готов продать жизнь друга за 50 тысяч рублей? А за 100? Вот такие новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами через 7 дней.